как по заявке в электричке. Ой. Следующая остановка Латиноостровская. Осторожно, двери закрываются. Мы уже подъезжаем к Ярославскому вокзалу. Сейчас пойду в метро. Алексей, как знал, сказал мне: возьми карту «Тройка». Сейчас покажу вам. Где она у меня? Карта «Тройка». На нее кидаешь денежку. И получается, недорого можно проехать в метро. Не знаю, сколько сейчас рублей, наверное, 45, может, 50. Одна поездка будет стоить. Сейчас кину эти денежки. Мне, в принципе, нужна только одна поездка. Пассажиры, мы прибываем на конечную станцию Ярославский вокзал. При выходе из вагонов не забывайте свои вещи. О вещах, забытых другими пассажирами, просим сообщать поездной бригаде. Мама тут мне. Всего доброго. Ой, всякого дала. Папа и Рай тебе тоже, кстати, дали. Везу. В общем, приеду домой, покажу подробнее, что мне тут дали. А сейчас я пока убираю телефон, потому что руки будут заняты. Добро пожаловать в Москву. Пойду в сторону метро. Сейчас предполагаю, что будет много народу, поэтому отключаюсь. Не могла не взять в руку камеры. Посмотрите, какая красота. Это у нас метро Комсомольская. Вот такие красивые люстры. Что не отнять, конечно, у России, у Москвы, это московский метрополитен. Они шедевральны. Такая красота. Ой, ладно. Вендинговые аппараты. Я тут с 3 сумками в одной руке тащусь. Ради того, чтобы... Ой. Все это дело снять для вас. Пройдут люди? Пройдут люди. Достаточно глубокое метро в Москве. Будем продолжительно ехать с вами. Ну что, друзья, и вот он, непосредственно уже спуск на метро Комсомольская. Посмотрите, как это все красиво. Я тут сумки свои ставлю и снимаю для вас контент. Что не сделаешь ради того, чтобы показать эту шедевральную красоту, по которой мы будем скучать. Смотрите. 12 секунд тому назад уехала метро. Сейчас посмотрим в 4:30 вечера, с каким интервалом ходит у нас метрополитен московский. Метро Комсомольская. Такие люстры. Фух. Все расчерчено, держите дистанцию. Это кольцевая линия коричневая. В принципе, она и с той стороны кольцуется. Хотя вот я не знаю, ни разу я кругалями по кольцу не ездила. Напишите в комментариях, кто из Москвы, как здесь вообще они курсируют бесконечно по кольцу или все-таки есть конечная станция. Метро в Москве вот такое красивое. Удобство, шире двери, инновации, мультимедийное, что-то там, обеззараживание, забота, поручни с теплым покрытием. О как! Вот такое в Москве метро.
Кстати, мне кажется, относительно недавно поменяли вот такие новые вагоны. Уже едет мой поезд, сейчас мы в него будем с вами заходить. В итоге 1 минута 54 секунды. И вот он, наш поезд уже едет. Заходим и смотрим, что внутри метро. А внутри метро в новых вагонах где-то я видела, можно зарядить телефоны. Вот такое оно. Светлое, красивое, новое. Везде эти рекламки, телевизоры развешаны. И вот здесь обязательно над входом, над каждым входом схема движения конкретной этой ветки. Сейчас у нас с вами будет проспект Мира. Написано. Далее Новослободская, Белорусская, Краснопресненская, Киевская. Ехать мне получается 1, 2, 3, 4, 5 станций. А вот это уже кольцевая центральная часть с различными разветвлениями. Полностью все метро не стали помещать на экран монитора, иначе была бы нечитабельная надпись, потому что московский метрополитен, он просто огроменнейший. Тут реклама, автокомплекс, аквакомплекс, Лужники. Аквапарк в Лужниках открыли, но, по-моему, я видела рекламу где-то в соцсетях, там необоснованно высокие цены. Не знаю, мы там никогда не были, мы были в аквапарке, мы были в фэнтези-парке, но в аквакомплексе Лужников мы не были, и за такие деньги даже и не хочется там быть. Вот. Такие дела, еду, короче, 5 станций, потом пересаживаюсь на свою ветку электрички и еду уже до дома. Что-то все в QR-кодах. Это в металле выбиты QR-коды. Я уже пересела на свое направление электрички. И сейчас покажу, сколько в электричке народу. Осторожно, двери закрываются. Вот такая переполненная электричка у меня. Вот. Сижу, короче, тут одна. Электричка такая жаркая, я вся в мыле. Просто хоть куртку снимай. Но это лучше, чем если бы она была холодная. Такие у меня дела. Еду, в общем, домой. Скоро приеду. В электричке есть у нас туалет. Вот эта широкая дверь, это туалет. Места для инвалидов, места для велосипедистов. В общем, вот такая в Москве и Подмосковье электрички. Итак, друзья, я уже дома. В общем, от родителей до меня на электричке ехать 3,5 часа, если нигде не задерживаться. Мама дала огромное количество шашлыка, чтобы я взяла с собой в Турцию. Я его сейчас заморожу, чтобы точно довести до Турции. Чимпени дала. Чимпени я тоже отвезу в Турцию, чтобы попробовали наши турецкие друзья. Вот такие красивенькие цветочки здесь яркие. Прям супер. Чем они делают? Интересно, да? Вот, чартыги мама сказала не замораживать, не смогу сохранить, съем сама его. Небольшое количество шашлыка еще она положила, чтобы я дома поела, в больничку с собой взяла. Камди пигоди я тоже заморожу, потом попарю в Турции в мантышнице и буду угощать своих любимых турецких родителей. Вот, также мне мама дала сиряги. Мы с Мишей обожаем сиряг тямури. 5 пачек соевой пасты Алексей увез на машине, поэтому будем варить сиряг тямури.
Вот, там еще дала она всякие там коробку конфет, коньяк, чтобы я в больничке кого-нибудь угостила. В общем, вот такие у меня дела. У меня болит голова, я немножко поревела, погрустила родителям. Вот, и поэтому из-за того, что я немножко поревела, у меня сейчас болит голова. Я буду отдыхать уже. Вот. Сейчас заморожу то, что мне необходимо заморозить. Возможно, чуть позже сниму для вас мукбанг. Возможно. Вот, если буду в состоянии. Мне еще нужно будет собрать сумку для больницы. Там всякие халат, кружку, тапки и так далее. Вот. И нужно будет еще искупаться. Потому что неизвестно, когда там, где там, какие там условия для купания в больничке. В общем, я в этой больничке ни разу не была. Поэтому ничего не знаю, как там, что там. Завтра все буду там разведывать, так сказать. Вот. Поэтому сейчас уже отключаюсь, буду держать вас в курсе моих дел. Алексей едет. Когда он перешел границу, мы договорились с ним, что он мне позвонит и сбросит. Он это сделал. Соответственно, на границу он перешел, значит. Вот. Сейчас уже едет по территории Украины. И я ожидаю, что до 12 ночи он должен мне позвонить, уведомить о том, что он уже заехал в отель. Отель я ему забронировала в городе Черноморск на 2 суток, потому что заедет он сегодня, 28-го, а паром у него 30-го, поэтому на 2 суток я ему забронировала отель. Вот. Будет там отдыхать. Возможно, я попрошу, поскольку у меня уже не будет возможности, я буду лежать в больнице, закачивать влоги у меня не будет возможности. Я попрошу его, чтобы он закачивал свои видео, монтировал, закачивал. Вот, надеюсь, что у нас перерыва не будет. Но если будет перерыв, то знайте, это потому, что Алексей в дороге, я в больнице. Такие у нас дела. Всем доброе утро, друзья. Все, собралась я в больничку, уже оделась. Собрала себе чемодан, сейчас покажу. Все вещи у меня не поместились, но я все там бытовое, там мыльно-рыльные вот эти всякие средства взяла, полотенце, халат. Все не поместилось в чемодан, взяла еще рюкзак, и мне осталось вытащить из холодильника пироженки, которые мне дали с дня рождения, с юбилея моего папы. Упс. Чтобы я угостила медиков, докторов. Вот. Все, сейчас уже буду вызывать такси. Пироженки в пакет положу. Получается, у меня рюкзак, чемодан и пакет с пироженками. Сейчас положу пироженки в пакет, вызову такси и буду ждать. Поеду в направлении больницы. Ну что, прибыла я на такси в больничку. Тут стоит дезинфектор. По-английски даже написано gynecology. Гинекологическое отделение. Сказали мне подойти к 8 часам в кабинет заведующей. Поэтому пока жду. Здесь различная информация. Что-то я потеряла резинку свою. А где-то? Блин, печалька. Волосы короткие, резинка куда-то упала. Ну ладно, буду лохматая. Я переобулась и пойду сейчас узнаю, где могу оставить верхнюю одежду. Оставлю верхнюю одежду и буду ждать, когда приедет заведующая. В общем, меня положили с горем пополам. Сказали на 15 коек 22 человека. Я тут сижу в коридоре. Жду, когда у меня анализы возьмут. Скорее всего, операция будет завтра у меня. Потому что сегодня будут только все анализы брать. Пока сижу, жду. В больнице завтрак. На тележке возят. Здесь снизу чай. Сверху кастрюля с кашей, манный хлеб, сахар. Девочки, каша. Я еще палату. Короче, дали мне еще направление на мочу.
Руку уже продырявили, кровь взяли. Пойду сейчас дальше анализы сдавать. Потом мне еще надо будет на ЭКГ и флюорографию пойти. Ладно, пошла я бегать дальше. В общем, меня опустили снова в приемное отделение. Здесь и по-английски написано Emergency Room. Вот. Не знаю, у меня есть направление на флюорографию и на ЭКГ. Может пойти сначала сдать. А здесь мне нужно будет потом оформить историю. Здесь очередь что-то такая большая. Не знаю. Посмотрим. Мне сказали прийти сюда. Мне заведут историю и объяснят, куда идти и как пройти, короче, на флюорографию и ЭКГ. 15 кругов бюрократического ада прошла. Остался последний рывок. Меня отправили сделать флюорографию в соседнее здание в поликлинике. Фух. Короче, чуть было не пролетело с ЭКГ, потому что мне сказали, что все. Я тут, значит, с 7:30 бегаю из кабинета в кабинет. А на ЭКГ мне говорит, все. А мне-то нужно срочно. Я прям просила женщину. Не знаю. Дурдом, короче, ромашка называется. Магнит тут есть. При желании можно что-нибудь. При необходимости и желании можно что-нибудь здесь купить. Так, а я иду делать флюорографию. Походу мне сюда. Флюорографию я сделала. Легкие, сердце в норме. Сказали, могу ложиться. Все. Иду опять в приемный покой забирать свою историю, а потом в отделение, в палату. На сегодня 16 кругов ада моих закончены. Я снова пришла в приемный покой. Admission. Пойдемте заходить. Упс. А как? Я вас слушаю. А я уже была на флюорографию ходила. Откройте, пожалуйста. Я все оформила. Время 11:30. 4 часа. 16 кругов ада пройдены. Все, документы мне вернули, карту завели. Теперь я могу спокойно отдыхать. Надеюсь, я еще не опоздала на обед, потому что я последний раз ела вчера у мамы в районе часа дня. Вот. Сегодня натощак, чтобы все анализы сдать. Короче, я уже в палате. Сейчас буду обустраиваться. У нас обед. На обед гречка с подливой, с кусочками мяса, свекла, суп и хлеб. Компот сладкий, скорее всего. Из этих сушеных яблок, по-моему. Вот. Нам приятного аппетита. Нам на ужин дают запеканку творожную, я так понимаю. Сейчас покажу. Упс. Вот так она выглядит. Что-то столько цвета желтого у нас. Запеканка, картофельное пюре, рыбная котлета и кефир. Нам приятного аппетита.